Всем привет! Сегодня я с вами делюсь ленивыми ватрушками. Очень быстрый рецепт, простой, ленивый, потому что они без дрожжей, без миксера, блендера или даже венчика. Обхожусь, все смешиваю вилкой, ставлю в духовку. И вот вам вкусный, аппетитный завтрак готов. Аромат великолепный от творога и ванили. Делайте, и пусть вам будет вкусно. Тесто я делаю на 2 яйца. Хорошую ложку сахара с горкой, пакетик ванилина, полностью 10 граммов, щепотку соли. Соединяю все просто вилкой, смешиваю, просто чтобы сахар начал уже растворяться. 2 ложки столовых растительного масла, тоже перемешиваю. Добавляю ложку сметаны, давайте даже 1,5 добавлю сюда. Вообще вот все это тесто, вот сахар понятно, что по вкусу. Если вы хотите, чтобы тесто было более сладким, то добавьте 2 ложки сахара. Или вот сметаны, допустим, чтобы посливочнее было, так побольше сметаны можно добавить. Нет здесь вот в этом рецепте, но на самом деле он ленивый, поэтому вот беру все продукты, которые есть, и иной раз просто даже на глаз смешиваю. Кладу творог. Творог у меня вот такой вот, он не совсем такое крупное зерно, мелкое зерно. Я возьму 300 граммов, у меня здесь 50 граммов оставлю на начинку. Но это у меня не вся начинка. Не подумайте, что из 50 граммов можно сделать достаточно начинки. Нет. Если у вас крупный сухой творог или творог, то лучше его немножко подбить блендером. Хотя имейте в виду, что когда блендером взбиваешь творог с сахаром, то он разжижается. Поэтому я не пользуюсь здесь даже вот блендером. А если вообще мокрый творог, то с ним вообще ничего делать не надо, просто перемешать и все. Но у меня небольшая здесь крошка все-таки будет чувствоваться в тесте. Пачечку разрыхлителя. Я целую пачку кладу, 10 граммов. И добавляю муку. Муки я приготовила вот 300 где-то 50 граммов муки, но на муку нужно смотреть, сколько нужно будет в тесто. Тесто не нужно забивать мукой, не больше 300-350 граммов точно муки у меня уйдет. Еще добавляю. Вот сейчас у меня 150 граммов муки здесь. Теперь насыпаю на стол муки, выкладываю сюда тесто. Сверху также посыпаю мукой, и нужно тесто замесить. Тесто не должно быть, оно должно быть вот таким вот мягким, но не должно прям липнуть к рукам. Но именно оно должно быть нежным и мягким. И вот такой вот колобочек убираю в чашку, накрываю пленкой пищевой, убираю в холодильник, пока делаю начинку. Начинка. Вот в начинку я оставила 50 граммов зернистого творога. Вообще начинку я люблю делать из творожка. Творожок вот не сладкий, он получается тогда начинка более нежная и мягкая. Но когда попадаются маленькие крупиночки творога, это очень прикольно. Ну, мне нравится. Поэтому я вот чуть-чуть всегда творога добавляю в творожок. Но если у вас, допустим, 500-600 граммов творога, то возьмите 300 граммов, допустим, на тесто, а 200 граммов творога на начинку. Но начинку разбейте прям вот в однородную массу. Я добавляю 2 сначала ложки сахара, пакетик ванильного сахара, 10 граммов, 1 желток, только желток. И капну еще пару капелек ванильной эссенции. Пару капелек буквально. И все хорошо перемешиваю. Здесь пробую на сахар. Вот мне не хватает сахара, я добавлю еще ложку. Но здесь сахар, конечно, по вкусу. Если вы видите, что начинка получилась немножко жидковатой, вот мне кажется, что она немножко жидковатая, я бы ее чуть-чуть добавила бы. Можно добавить либо муки, чуть-чуть, буквально ложку, даже меньше, чем столовая ложка, либо крахмал, и оно немножко загустеет. Хорошо опять перемешиваю. Начинка у нас тоже готова.
Тесто выкладываю на припыленную муку, чуть-чуть здесь вот так вот добавлю, совсем чуть-чуть. Делаю из шарика вот такой вот кружок и делю на 8 частей. Каждый треугольничек с этих сторон обмакиваю. Из каждой части делаю шарик, выкладываю на противень, немножко вот так вот прижимая. Здесь даже больше обваливать мукой не надо, тесто не липнет уже к рукам, а мукой лучше не забивать лишней. Обмакнув стакан вот в муке, делаю углубление в тесте, прям вот хорошо так нажимая. И перед каждой ватрушкой, как вот нажимать, обмакиваю в муке, чтобы стакан не прилипал. Раскладываю начинку. В начинку, конечно, можно добавить изюм, орехи, цукаты, то, что вы любите. У меня просто ничего этого не любит никто. Поэтому я делаю вот просто творожную начинку. Единственное, что сейчас в половину ватрушек положу нектарину. Нектарины, яблоки, абрикосы, вот какие сезонные фрукты есть, сливу. Вы все можете сюда положить сверху или кусочками вовнутрь. Ну, сверху, мне кажется, и вкуснее, и красивее получается. Изюм, конечно же, вовнутрь можно положить. Здесь уже смотрите, что у вас любят ваши домашние. Ну вот и отлично. У меня сегодня есть вот нектарины. Я их порезала. И можно их вот так вот положить. Тоже получается с фруктами очень вкусно. Со сливой очень вкусно. С яблоками, если вы любите. Ну, на самом деле, вот с яблоками я люблю отдельно яблоки от творога. Поэтому не делаю. А со сливой и нектарином и абрикосами особенно, вот у нас абрикосы уже закончились, сейчас нектарины и сливы идут. Так получается очень-очень вкусненько. И я еще смазываю тесто желтком с капелькой водой. Можно яйцо и не тратить, и не смазывать. Но тогда тесто получается, если смазать, оно получается более румяным, красивым, более аппетитным. Поэтому я смазываю. В желток обязательно, если будете смазывать, то обязательно добавляйте воду. Тогда корочка получается более нежной. И ни в коем случае не смазывайте белком. От белка корочка становится грубая. Немножко близко, конечно, посадила ватрушки, но ничего страшного. И ставлю в духовку. В духовку ставлю минут на 35 примерно, 170 градусов. Смотрю, чтобы все просто хорошо зарумянилось. Вот у меня так и получилось. 35-38 минут простояли они в духовке. Все, я их вытащила. Вот они еще немножко горяченькие, кладу. Даем им остывать. Для пущей торжественности можете посыпать сахарной пудрой, но я этого не делаю. У меня получаются ватрушки очень большие, как сын говорит, наш размерчик. Но если вы хотите поменьше, то тогда не на 8 частей, а на 12 или 14 поделите тесто. И они у вас на треть будут меньше. Поэтому в зависимости, как вам больше нравится. И еще покажу, как выглядит в разрезе. Еще теплые достаточно, но лучше дожидаться, пока они совсем остынут, чтобы тесто не мялось. И вот смотрите, видите, как хорошо все пропекается. И начинки, ну вот мои любят даже больше начинки, но я побоялась класть, чтобы начинка совсем у меня не убежала. А так со всех сторон хорошо внутри за 30-35 минут пропекается. Быстрый завтрак и просто к чаю вкусные ароматные творожные ватрушки готовы. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.